Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. К праздничному столу всегда хочется приготовить что-то вкусное и оригинальное, особенно когда дело касается закусок, чтобы порадовать и удивить своих гостей. Предлагаю приготовить грибной бисквитный торт с сырным кремом. А для рецепта мы возьмем грибы отварные, у меня маховики собирала еще осенью. В зимний период это могут быть шампиньоны или вешенки, но их нужно отварить. Дальше масло растительное, муку, яйца, разрыхлитель, соль, морковь, лук, или таких вот два маленьких, и отдельно немножечко покрупнее можно взять. Дальше сливки, плавленый сырок, у меня дружба, и зелень, у меня петрушка. Нам надо измельчить лук. Я буду измельчать при помощи мельницы, можно это сделать вручную ножом. Он получился вот такой. Теперь немножко на разогретую сковороду наливаем масло. И отправляем сюда обжариваться лучок. Теперь в мельнице я буду измельчать морковь. Ее также можно натереть на мелкой терке. Морковь отправляем к луку. Обжариваем минут 5 до прозрачности лука. Так, убавляю пока огонь. Занимаемся грибами. Их также будем перемалывать в мельнице. Перекладываем грибы к овощам. Можно добавить немножко еще растительного масла и обжариваем минут 5-6 на среднем огне. Все, грибы готовы. Отставляем их в сторонку остывать. На огонь устанавливаем миску с водой. Это будет паровая баня. Дальше берем миску. Разбиваем сюда яйца. Добавляем к яйцам щепотку соли. Ну и перемешиваем до однородности. Подготавливаем тесто для бисквита на водяной бане. И начинаем взбивать. Должно увеличиться в 3-4 раза. Продолжая взбивать, постепенно наливаем оставшееся растительное масло. Снимаем с водяной бани и оставляем минут на 5, чтобы яйца остыли. К остывшей смеси подмешиваем постепенно и просеиваем через сито муку и разрыхлитель. Аккуратно перемешиваем. Если вы начинку не солили, то можно ее немножечко посолить сейчас и перемешать. Так вот, когда перемешали, теперь постепенно и также аккуратно добавляем начинку в тесто и перемешиваем. У нас получается такое как бы тесто с припеком. Получилось вот такое тесто. Теперь берем форму не больше, чем 20, в диаметре 20 сантиметров. У меня форма силиконовая. И перекладываем сюда тесто аккуратно. Выравниваем поверхность и ставим выпекаться в разогретый до 160-170 градусов духовку. Через 30-35 минут пирог готов. Проверяем его с помощью деревянной шпажки. Оставляем остывать. Бисквит разрезаем на две части, и так он лучше остывает. Занимаемся кремом. Берем плавленые сырки. Я их предварительно где-то минут на 15-20 поставила в морозильную камеру. Теперь мне их надо натереть на мелкой терке. Ставим на маленький огонь. Наливаем сливки. И периодически помешивая, нам надо дождаться, когда наш сыр полностью распустится в сливках. Сыр полностью растворился, надо мешать интенсивно, иначе он сильно булькает и разбрызгивает по сторонам. Все, отключаем нагрев. И теперь мы этим кремом смазываем между коржами, сверху и боковые стороны. Когда крем остывает, при помощи вот такой насадочки можно сделать звездочки. То есть украсить. У нас все-таки праздничный тортик такой получается. Так, дальше посыпаем зеленью петрушки или укропа.
Веточки не обязательно. Можно, если есть дома клюква, посадить вот так вот ягодки клюквы. Получился такой красивый нарядный тортик. Будем пробовать? Ну, давайте. Нарезаем. Так, сейчас на срезе ничего не видно, потому что все в креме. Буду пробовать. Довольно оригинально. Вкусы грибов и сыра, сочетание хорошее. Я бы, конечно, еще дала ему настояться в холодильнике, чтобы он лучше пропитался и такой был холодненький, потому что все-таки это закуска. Так что готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!